В небольшом городке родился ребенок с тяжелой формой инвалидности, и мать чувствовала, что не может о нем позаботиться. Но, прежде чем осуждать мать, давайте узнаем о ней немного больше. Она была не просто матерью, которая не могла заботиться о ребенке. Она была очень молодой девушкой. Мать малыша росла в детском доме и все еще жила там, когда родила этого прекрасного малыша. Неизвестно, почему она жила в приюте. Возможно, ее собственные родители умерли, или, возможно, они бросили ее. Александр родился холодным зимним утром. Это был красивый мальчик с чудесной улыбкой. Когда он появился на свет, он плакал и был весь розовый. Медсестры могли сказать, что он был сильным и здоровым, однако было в нем что-то совсем другое. Маленького Саша ничего не видел. Никто не мог в это поверить. Медсестры и врачи этой маленькой больницы никогда раньше не видели ничего подобного. Никто не знал, что было причиной этого, будь то генетические причины или что-то, что мать делала во время беременности. Это заболевание может вызывать другие симптомы, такие как судороги, проблемы с ходьбой, неспособность к обучению, инвалидность и проблемы с питанием. В случае с Александром ему очень повезло. Хотя у него не было зрения, в остальном он был очень здоров. Медсестры и врачи знают, как много факторов должно идеально совпасть, чтобы ребенок родился абсолютно здоровым. Однако, когда мать рожает, она ожидает, что ее ребенок родится здоровым и крепким. Она ожидает, что ее ребенок улыбнется, поднимет глаза и узнает ее. У этой молодой матери был совершенно испуганный вид, когда ребенка положили ей на колени. Одна из медсестер предложила молодой матери отдохнуть, пока она отнесет ребенка в детскую. Она вернет малыша, когда он проголодается, и молодая мать согласилась. Если не считать отсутствие зрения, ребенок казался таким же любящим, как и любой другой новорожденный младенец. Малыш с радостью тянулся к медсестре, и, казалось, ему нравилось, когда его укачивали перед сном. Медсестра решила, что лучше всего дать молодой матери отдохнуть. Судя по тому, что она слышала, жизнь в приюте была не из приятных, и больничная койка, какой бы она ни была, вероятно, была удобнее, чем ее кровать в приюте. Утром, когда у медсестры заканчивалась смена, она пошла вернуть ребенка молодой матери. Однако кровать, на которой лежала мать, теперь была пуста. Медсестра застыла с ребенком на руках. Было всего несколько причин, по которым кровать была пуста, а молодую маму нигде не могли найти. Ее могли взять на анализы, но это было маловероятно, учитывая тот факт, что она была абсолютно здорова. Ее могли бы выписать, но медсестра знала правила больницы и понимала, что ее нельзя выписать, не забрав с собой ребенка. Медсестра прослезилась, глядя на ребенка, надеясь, что ему не придется расти без матери. Вспомнив выражение ужаса на лице молодой матери, она отнесла ребенка обратно в детскую и сказала врачам, чтобы они могли начать поиски матери. Медсестра надеялась, что, возможно, мать скоро вернется, поняв, что она натворила. Однако, кому бы они ни звонили, включая детский дом, они не смогли разыскать молодую мать. В приюте понятия не имели, где она находится, а это означало, что она покинула единственный дом, который когда-либо знала. Медсестра не могла ее винить. Она подумала, что, возможно, мать решила принять решение, которое было наилучшим для ребенка. Расти в детском доме вместе с молодой матерью было бы не лучшей жизнью. Однако, если бы больница не смогла найти пару, которая согласилась бы усыновить ребенка, то не было бы никакой надежды на то, что у малыша будет какая-то другая жизнь. В больнице никогда не было подобных случаев, поэтому в некотором смысле они не возражали против того, что Александр оставался в детской дольше, чем если бы мать забрала его домой. Это дало им возможность получше изучить его состояние. Хотя они и узнали больше о его состоянии, они также были удивлены тем, насколько сильным и здоровым был Александр. Казалось, его не беспокоило отсутствие зрения, и он, казалось, прекрасно адаптировался.
По мере того, как он рос, он, казалось, достигал всех своих целей, как это было бы, если бы он не был инвалидом. Он улыбался, поворачивал голову на звуки и вскоре начал переворачиваться и ползти. Хотя он и не мог видеть, он научился пользоваться руками, чтобы узнавать свои игрушки, и, казалось, тянулся к рукам тех, кто подходил к нему через некоторое время, узнавая их. Все гордились им, но понимали, что не могут допустить, чтобы он рос в больнице. Они тоже не хотели отдавать его в приют, и поэтому больница сделала все возможное, чтобы найти ему приемную семью. Они использовали все свои ресурсы и обратились ко всем своим знакомым, чтобы узнать, есть ли любящая семья, которой нашлось бы место. Город был небольшим, но они сообщили об этом в крупные города и некоторым своим международным знакомым. Когда они опубликовали историю Александра в средствах массовой информации, они были приятно удивлены, услышав истории семей, воспитывающих детей с отсутствием зрения. Эти истории начали публиковаться в средствах массовой информации, и люди начали узнавать не только об их состоянии, но и о том факте, что эти дети могут жить счастливой и нормальной жизнью. Они заслуживали любви не меньше, чем дети, которые родились здоровыми. Хотя маленького Александра еще не усыновили, уже были семьи, которые проявили к нему интерес и начали посещать больницу, чтобы узнать, подходит ли он для их семьи. В больнице очень надеются, что Александра скоро усыновят. Он очаровал почти каждую семью, с которой встречался. Хотя процесс усыновления очень сложный, есть несколько семей, которые уже начали процесс, чтобы узнать, имеют ли они право усыновить Александра, и вскоре он должен найти свою новую семью. Люди с ограниченными возможностями точно так же заслуживают любви, семьи и нормальной жизни, как и те, у кого их нет. Хотя в жизни маленького Александра произойдут некоторые перемены, он уже доказал, что будет сильным и будет улыбаться, несмотря ни на что. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.